Мои приветствия всем! С вами Алена Остроуйтова, проект «Ключи мастерства». И сегодня мы с вами празднуем День весеннего равноденствия. Не только потому, что мы все время празднуем именно весеннее, осеннее равноденствие солнцестояния, а потому что нам есть что отпраздновать. Итак, всем пламенный привет. Для начала давайте проверим с вами звук везде. На всякий случай напоминаю, да, что у нас основные каналы сейчас – это YouTube по-прежнему, хотя он в России не работает, да, а ВКонтакте. Они там что-то поменяли, ВКонтакте Лайв, ВКонтакте Видео, ВКонтакте Сообщество. В общем, там 3 точки входа, оказывается. Есть еще какие-то каналы в мессенджере появились. Ну, в общем, я обещаю, что я туда нырну, разберусь в связи с угрозой, да, блокировки Телеграма в России. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и параллельно за предбук и за предграмм мы продолжаем там вести вещание. Соответственно, сейчас вот посмотрю. Ну и Рутюб. Рутюб у нас работает, по-моему, менее стабильно, но, по крайней мере, я вижу, здесь появилась с небольшой задержкой, но я тут есть. Соответственно, ура, вижу, процесс пошел. Вот. Ну а ВКонтакте у нас, получается, это основной источник входа. Кстати, тут очень красивая картинка. Вот, появились все-таки комментарии, потому что я вчера пошла, и даже плеер как-то он там поменялся, слово «видео» заменилось на «лайв». Ну вот, говорю, придется вникать во все эти нюансы, давно мы туда не заходили. Но на всякий случай сразу скажу, да, для любителей додумывать, мы никуда не уходим из Телеграма, пока он открывается, мы там будем постить, но как-то же в запредграмме, в запредбуке у нас это получается делать. Единственное, что здесь скорость немножко другая, она режется очень сильно, но тут... Сори, да, но основное у нас все-таки центр становится обучение, у нас там есть свое сообщество, вот лента сообщества становится ключевым, и постепенно туда вот уже, начиная прям с последних дней перед весенним равноденствием, начинает туда выстраиваться энергия. О чем сегодня с вами будем говорить? Я вам напомню, что у нас есть групповые медитации, которые мы 1 раз в месяц проводим и ставим в кругу света, да, и есть еще один тип, получается, мероприятий, где мы с вами медитируем, но не в круге света, а индивидуально, да, потому что это совпадает с личными циклами, хотя они коллективные, но они очень сильно уникальны, индивидуальные для каждого. Это дни равноденствия и солнцестояния. Вот начиная с весеннего равноденствия у нас начинается годовой цикл. В этом году мы с вами запускаем большой 9-летний цикл. И вот на этом хочу остановиться, потому что мы сейчас записываем курсы, как-то не особо у меня было времени и желания, честно говоря, выходить в разговор на диване. Соответственно, по-моему, вот с марта месяца клиентские эфиры шли, и вот открытых что-то я не помню, чтобы было. И пока вот сразу мне попалось, да, я сегодня распечатала себе Лорен Гарго, это вот ее отчет на этот месяц. И вот шпаргалку хочу показать. Информация сейчас в голове не удерживается. Если вы хотите что-то переварить, чтобы прощелкали осознание, нужно из виртуальной формы перевести эту физическую в реальность, в реальную. Поэтому я распечатываю наши статьи, я распечатываю все тетради в курсах, я распечатываю любые материалы. И потом, как вы видите, да, кто видит, у меня тут огромное количество подчеркиваний всего и вся. Более того, как я на курсе говорю, рисуйте схемки. Это вот единственный способ, да, перевести из виртуала ума некую концепцию, заземлить ее в реальности, вот иметь такую. Вот как только вы это сделали, может быть, пару раз вот загляните, оно седает внутри, якорится, хорошее слово, по-другому никак. И вот сегодня я как раз взяла, я вообще хотела чуть дальше зайти, но поняла, что тут часть бесплатного отчета, который выкладываю в начале месяца, здесь потрясающая, другая совершенно собралась картинка по сравнению с тем, что было, когда мы с вами встречались на групповой медитации, да, и врата триединства отмечали. Так вот, возвращаемся к теме, да, у нас эта неделя очень мощная, у нас здесь связка идет событий целая. Во-первых, вчера, это было 19 марта, мы с вами, во-первых, вышли из червоточины, у нас 2 было недели, связанные с затмениями, начиная с 3 марта, и там еще какое-то, и потом вот был перерывчик небольшой, коридор закончился, червоточина шла. Вот вчера мы с вами вышли, да, из этой червоточины. Соответственно, сегодняшний день равноденствия, он используется как кнопка перезагрузки, только перезагружает не лично людей, перезагружается энергетическое поле Земли и перезагружается
Коллективное поле человечества, да, то есть коллективное сознание, коллективное бессознательное, коллективные эмоции, ментал и так далее. Более того, если не ошибаюсь, завтра у нас с вами 21, да, у нас там с вами, опять же, да, заканчивается ретроградный, или сегодня прям в день равноденствия заканчивается период ретроградного Меркурия, соответственно, все то, что в виде ментальных концепций, скорее всего, ограничений, убеждений, поднялась за это время, да, точно так же идет переформатирование. Это чтобы вы понимали, что у нас с вами 3 мощнейших дня. Вчера, сегодня, завтра. Это кроме того, что обычно, да, день равноденствия – это не один день, это вот, ну, обычно там 3 дня. День до, день после и так далее. Соответственно, 19, 20, 21. Просто в этом году на сами энергии равноденствия, равновесия, равнозначности и так далее, равноценности, все, что со словом равно, да, наложилось еще сверху очень много чего. И для того, чтобы понять, в какой мощнейший цикл мы сейчас с вами вступаем, нужно чуть-чуть откатиться назад, что мы с вами сейчас и сделаем. Но пока вначале почитаю, мне тут важно себе напоминать, чтобы не быть этим, который говорящая голова, который только говорит и ничего не видит. Поэтому буду периодически отвлекаться. Надо себя в эту тему возвращать. Латвия отдельный привет, да, и вообще всем пламенный привет. Ура, с праздником. Екатеринбург, привет. Всех, кого вижу. Всем привет. Десяточки везде пошли. Так, тут у нас... я также делаю, думаю, особенности моего мозга. Я так не делала, я шикарно простраивала в голове любые схемы. Просто сейчас задача у нас другая – выгрузить виртуальность. И на эту тему, кстати, уже пошли материалы, у меня щелкает, я там записываю, мы с вами будем апреле этим заниматься. Опять же, да, тема выхода из виртуальности ума, просто это не тема марта, это тема апреля будет. Приземление в фактическую, да, работа с фактами, фактически, то есть убрать все вот эти искажения, думания, домысливания, которые расцвели за последнее время в огромном количестве. Вот этому посвятим апрель, но это дело будущего, это будет позже. Сегодня я хочу остановиться вот на тех процессах, в которые мы с вами зашли. Да, соответственно, этот месяц у нас начался не только с врат 3.3, да, врата 3 единства, и сегодняшняя практика, она опять же будет связана, медитация с 3 единством. Продолжение, скажем так, той работы, которая была начата, да, 3 марта. Но на самом деле там самое важное, что это было затмение. И сейчас сразу сделаю, это не знаю, анонс, не анонс, понимаю, что не на всех трансляциях вы присутствуете, тем более не все из вас дошли до нашего телеграм-канала. Получается, что не все в курсе, что мы в январе записали, в марте выложили мастер-класс открытый, бесплатный. Ну, у нас, как обычно, да, требуется регистрация в центре обучения. Когда у вас есть аккаунт, там получается что-то типа свободного мембершипа с кучей тренажеров, опросников, трекеров и так далее. Там просто везде нужны данные ваши, чтобы все это работало. На выходе вот выложили бесплатный мастер-класс, да, называется «Божественная архитектура», где мы вот эту тему, которую Лорен Гарго 2 года назад запустила, на тему первая волна, вторая волна, третья волна, которая вот с 2024 года начинает пробуждаться, мы там с другой совершенно стороны, более понятной для нас, да, тему духовной трансформации, физической, личностной трансформации и так далее. Соответственно, вот 3 стадии разобрали, 3 фазы именно развития. Да. Первая фаза – это вот эта личностная трансформация, там, где ты параллельно прорабатываешь свою личность для того, чтобы на выходе соединиться со своей душой и так далее. Я и назвала его «Божественная архитектура», и в этом году вы слово «архитектура» от меня в том числе сегодня будете неоднократно слышать. Поэтому мастер-класс бесплатный, если кто-то его не смотрел, крайне рекомендую, потому что там прям очень насыщенный контент, как все наши мастер-классы. И плюс там мы диагностический опросник туда воткнули, который позволяет не только сориентироваться, где вы сейчас, самое главное, какие шаги следующие нужно предпринять и сделать. Почему? Потому что про это говорю, потому что то, что я сейчас скажу, мы с вами сейчас будем апеллировать, и все, что буду рассказывать, оно относится именно ко второй волне. Тут даже не вторая волна, да, а фаза номер 2. Это важно.
Потому что такие, как я, ну, вы и так все знаете, вы и так занимаете лидирующие позиции, пусть даже они у кого-то, может быть, вполне, допускаю, масштабнее, чем у меня, или у Светланы Добровольской, у кого-то, может быть, чуть поменьше, но неважно. То есть мы и так все знаем. Первая волна, у нас внутри прописано очень многое. Я даже сейчас вот в сообществе все ходила, месяц последний думала, как бы обозвать эту группу, которую сделать. У нас раньше было отдельно пространство для клиента, называлось «Золотые ключи мастерства». Сейчас дело не в клиентах, важно вот это отобрать. Прям название сегодня пришло, ну, день мощнейший у нас. Так вот, то, о чем мы с вами говорим, да, в 2024 году начался, вернее, декабрь 2024, мы с вами завершили очень мощный момент, и 2025 год, он был переходным для всех. Потому что задача была вот разобрать по винтикам то, что не давало переключиться. Кто находится на фазе номер один, для меня это фаза личностной трансформации, там, где ты прорабатываешь свою личность, да, прорабатываешь свое эго, ищешь свой путь и так далее. Ну, то есть узнаешь себя максимально, и ты переходишь на фазу номер два, там, где идет мощнейшее переключение. Да, сейчас на этом чуть остановимся. И далее, тот, кто находится с фазы 2, мы переходили как раз на фазу 3. И 25 год для нас стал в этом плане ударным. Почему? Потому что для того, чтобы до первой волны, соответственно, кто переходил на фазу 3, было важно видеть свое место в божественном плане. То есть каким образом с твоим участием, с помощью того, что ты делаешь, на земле разворачивается божественный план. Как бы это вот так это восхитительно не звучало, да и пока ты свое место не увидишь, вот переключение не происходило. Поэтому в том году мы много говорили вот про зависание с уровня на уровень. У нас очень много раньше было из первой волны. Но тут выяснилось в том году, что многие-то подзависли, и вместо того, чтобы переходить со второй на третью фазу, они застряли на первой фазе личностной трансформации. Соответственно, на это 26-й год, да, который имеет краеугольное значение, скажем так, как стартовая точка, мы что имеем среди вот аудитории ключей мастерства. Я не замахиваюсь на целую планету, на какие-то там города, страны, вот только про нас могу говорить, потому что регулярно вижу, что происходит на курсах, да, и в комментариях в Телеграм-канале. Соответственно, что мы имеем на данный момент? У нас есть огромное количество людей, которые присоединились к нам, но это вот вторая волна. Это был где-то год вот 18-й, 20-й, вот этот промежуток такой, там огромное количество новых участников заходило, вновь пробудившиеся, которые понимали, что не вписываются в то, что видят вокруг себя, вот эти матричные структуры, а то, что они считывали, ощущали изнутри, да, казалось очень странным, типа «по тебе дурка плачет» из этой серии. Вот так вот 18-й год, летний коридор затмений был мощнейший, по-моему, 3 затмения было. Огромное количество людей к нам присоединилось и позже продолжало присоединяться. Соответственно, вот для вас говорю, и плюс у нас есть старая гвардия, те, кто помнит меня еще с 10-го, а может быть, даже раньше, до 12-го года, и на выходе за это время просто, ну, вот подзадержался, давайте скажем так, на этой фазе 1, не до конца переключившись на фазу 2. Соответственно, вот среди вас есть такие же звездочки, как я, не в плане того, что звезда, а в плане того, что все-таки целенаправленно понимали вот эти пинки под зад и двигались. Ну, чаще всего пинки мощнейшие. А основной пул людей – это вот получается вот эта группа, которая сейчас имеет возможность выйти на фазу 2. Если говорить духовной терминологией, то первая фаза была соединение со своей душой, когда ты становишься, да, устами своей души, глазами своей души, действиями своей души. Это, понимаете, это очень высокий достаточно уровень для среднестатистического человека. Фаза номер 2 – это уже соединение со сверхдушой, более знакомым словом, соединение с своим высшим «я». Когда ты становишься ретранслятором директив своего высшего «я». То есть ты и оно неразделимы, то есть единое целое. Ты являешься его проводником, каналом и так далее. И отсюда совершенно разные требования, разные задачи, которые налагаются. И вот это вот затмение, которое произошло 3 марта, оно как раз-таки помогало, финализировало, давайте скажем, или так инициировало для того, чтобы вчера это запечатать. Почувствуйте, с 3 марта вот по 19 получается, да, для того, чтобы запечатать вот этот вот сдвиг. Там главный момент, в чем отличие? Личностная трансформация. Почему личностная? Я работаю над собой, для себя, ради себя. Поэтому говорю, мастер-класс «Божественная архитектура», вот там 1,5 часа разбирали в деталях подробно с инструментами, которые помогают сдвинуться и вот
переместиться с одного уровня на другой. Но суть в чем? То есть вся эта фаза нацелена на что? Для того, чтобы убрать вот эти все внешние свои завязки, когда ты опираешься, ориентируешься, оцениваешь себя по чему-то внешнему, людям, государствам, правительствам, чужому мнению и так далее, и разворачиваешься внутрь. Да? И, соответственно, ты наконец-то выстраиваешь опору, опираясь исключительно на себя, на то, что находится внутри тебя. Каким образом? Да, убирая вот эти внешние крючочки, убирая все свои созависимости. Почему личностная трансформация? Это глубокая проработка себя, глубочайшая проработка. Почему у многих она затянулась? Да, потому что слишком большие авгиевы конюшни, плюс не только из этой жизни, и это все нужно было распутывать, 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 распутывать. А вот следующая фаза, несмотря на то, что соединение с Высшим Я звучит красиво, да, на самом деле это переключение. Но еще раз, первый шаг – тотальный разворот внутрь, когда ты выстроил внутри себя опору, и твоя ценность завязана исключительно на тебя. Почувствуйте. Да? Это, в принципе, вершина того, что делают психологи, психотерапия и так далее. А там оказывается и следующий уровень, когда ты переключаешься, и для тебя главным становится не твои личные хотелки, не то, что диктует тебе эго, а большее целое. А для этого нужно его ощущать, нужно его чувствовать. Вот это большее целое, что служит благу. Соответственно, переключаешься уже, если там они на я, тут переключение происходит я на мы, но мы это не конкретные люди, а вот в целом большое. И вот этот вот коридор затмений, который вчера был запечатан, он для этого и был предназначен. Соответственно, вот этот цикл всего, и лунное затмение, и солнечное затмение, вот этот ретроградный Меркурий, все это, оно вело к чему? Колоссальной реструктуризации. Представьте, что это две разных страны, в которых вы живете. Кому страны, не жил никогда в других странах продолжительное время, представьте, что это, переезд из одного города в другой. Если кто-то прожил в городе в одном и том же все время, представьте, что это, переезд, не знаю, там из квартиры в частный дом или из маленькой квартиры в большую квартиру и так далее. То есть, когда масштабные изменения, да? То есть тут мало просто упаковал вещи, перевез. Нужно заново все простроить. Понять для начала, как ты это видишь, как ты это хочешь. Потому что первый шаг, который на автомате совершают все. Вот тут сложил, перевез, поставил в другое место, точно так же. А не получается, а оно не встраивается, а оно не встает на места. То, что работало, не работает. То, что вдохновляло, не вдохновляет. То, что разочаровывало, вдруг отвалилось, а ты на это рассчитывал, да, что оно в твоей жизни будет. В общем, все вот как будто бы кверх ногами. Поставьте сейчас 9, кто узнает себя вот в марте месяце, конкретно в марте. Кто-то сразу напишет, а я уже 10 лет в таком состоянии. Это не про это. Вот это вот и есть реструктуризация. Я вспоминаю, прям как я говорила, в январе, вот кто запустит все это, да, дальше по накатанным шагам, граблям идти просто. Отсюда вот это давление, напряжение, ощущение прессинга по той простой причине, что вот под капотом снаружи может ни хрена не меняться. Все то же самое. Про глюки реальности мы вот на последней сети света говорили с клиентами. Ага, смотрите, сколько 9, да? Понимаете, реструктуризация. И на выходе, да, поскольку эгоическая часть жизни высвобождается, там, где у тебя все максимально было завязано на личность твою, а эго занимает нужное ему место, сиди, не рыпайся. Вот будет угроза жизни, тогда рот откроешь, а до этого тебя не видно, не слышно. Личность, которой задачи были, да, побольше всего мне, как там было в анекдоте про таблетки от жадности, побольше, это все заменяется вот этим видением целого. Можно ли прийти к видению целого, когда ты внутри не целый, когда ты себя ощущаешь разодранным на части?
Причем, говорю, вот этот этап личностной трансформации он иногда занимает не то что 5-10 лет, да, а получается 2 12-летних цикла некоторых занял. Потому что слишком много приходится себя собирать. Для того, чтобы ты внутри вначале ощутил эту целостность. А можешь ли ты без своей духовной части ощутить себя целостным? Сори, но нет. Единственное, кто имеет возможность, когда соединяешься с Богом внутри себя, да, но это вот это религиозное такое философское направление, но там все равно ты с чем-то высшим соединяешься. То есть неважно, какая терминология, какое у вас там мировоззрение, главное, что ты это вот собираешь воедино. И вот этот мощнейший процесс мы проживали в марте. Причем он очень сильно отличается от того, что когда-то, ну, в районе там 2012 года проживали мы. По той простой причине, что архитектура была не выстроена, было голое поле, заросшее непонятно чем. За эти годы мы проложили кучу тропинок, кучу поставили того, чего нужно. Здесь скамеечка, тут урна, тут еще чего-то. И на выходе получается, вот как Лорен Гарго, сейчас не найду, где она про это писала, но на выходе, то есть то, когда ты вот воплощаешь это, сейчас вот эта вторая волна, фаза 2, они воплощают соединение и мужского, и женского. У нас мы простраивали эти мужские директивы, не было, да, от Божественная Мать. Все было через нее, через чувствование, через ощущение идешь на ощупь. Да? И только сейчас стали доступны вот эта четкость, структурность, выстраивание контейнера, в который можно положить еду, можно налить водичку, можно где-то обустроить пространство. Но это, знаете, вот как аналогия с переездом здесь хорошо подходит. Все-таки стены в доме у тебя есть. И для того, чтобы там все это по местам разложить, поставить, эти стены должны быть. Вот эти стены, да, вот это контейнер, это мужская часть. Фундамент заложить. А женская вот это наполняющая. Соответственно, вот впервые, получается, происходит сотворение, когда присутствуют оба элемента. Причем второй элемент, вот эту божественную мужскую часть, ты не можешь ниоткуда взять, она недоступна тебе, потому что, ну, опять же, у Лорен все очень сложно запутано с терминологией. Вот я рада, что она наконец-то соединилась с этой мужской частью, потому что стала структурной. Мне в этом плане повезло, да, у меня мужские энергии превалируют, поэтому у меня вот эта структурность, четкость, организованность, она сама по себе присутствует. Я люблю, когда одно слово, один термин означает одно и то же в разных местах, а не когда там 25 названий фигурально-метафорически описывают одно и то же. И на выходе получается вот это соединение с душой, у нее соединение потом со сверхдушой, или, как мы говорим, соединение с высшим я, у нее это вот это соединение, вот это божественное, женская матрица, да, женская часть. А следующий уровень мужской, соответственно, вот такие, как я, мы вам транслируют эти директивы от Божественного Отца для того, чтобы пошел и сделал раз, два, три. Хотя на самом деле это больше про структуру. Реструктуризация. Да, 26-й год реструктуризации. Соответственно, если вы такие мягкие, более женственно выраженные, хотя вот я сегодня тут попыталась под вас мимикрировать, да? У меня не всегда получается. Все-таки четкости и структурности во мне больше, чем вот этой вот мягкости. Но при всем при этом вот мы сотворяем один в один. Соответственно, каким образом происходит сдвиг? Вот если вы до этого были на фазе поиска себя, то теперь идет выражение себя, точнее, начинает разворачиваться выражение своего дизайна в коллективе. Ну, то есть, поскольку это переключение с «я» на «мы», все-таки требуется что-то вот, какое-то взаимодействие. Причем это не значит, что нужно кого-то обучать, с кем-то постоянно взаимодействовать. Интровертам привет, дело не про это. Потому что ты начинаешь воплощать. В первом случае, когда ты установил этот контакт с душой, ты становишься воплощением своей души, своего духа в материальном физическом мире. Как ты это будешь делать? Твое сугубо индивидуальное решение. Главное, что ты являешься воплощением. И вот эта вот фаза воплощения начинается для второй волны, с чем я вас и поздравляю, начиная с дня весеннего равноденствия 2026 года. О чем говорил, у нас есть повод отпраздновать не только день весеннего равноденствия. Туда уже начинает втекать энергия.
Соответственно, для тех, кто сдал свой выпускной экзамен, как у нас было там между классами, да, соответственно, вот для вас начинается этот этап. Ну, а кто туда еще не дошел, но точно знает, что это про вас, ну, вы знаете, да, ваш ключ в переключении. С я на мы. Ваше место, ваша роль в большем глобальном плане. Почему? Потому что божественный план разворачивается на планете Земля, да? У каждого из нас внутри прописана божественная, как ее называют, светокопия, это чисто духовная терминология метафизическая, божественная светокопия, которая несет часть этого плана, а мы каким-то образом, да, вот благодаря всем этим очищениям, раскопкам, трансформациям вытаскиваем из себя, либо на уровне знания, как дело первого, вот это, я знаю, мне не нужно объяснить. Я точно знаю, когда не так, когда термин какой-то искажает без объяснений, ну, оно не допаковывается, да. Вторая волна, она больше через ощущение, либо через конкретно, да, когда они там записывают свои тексты от каких-то там высших своих аспектов и так далее. Соответственно, работает оно у нас по-разному, но это день большого праздника. Потому что с этого момента начинается этап воплощения, этап реализации. Но еще раз говорю, тут очень многое зависит от того, насколько вы вот сейчас прошли через эту реструктуризацию. Если кто-то отмахнулся от нее, не знаю, там времени не было, гонка какая-то, вот я сейчас тоже на 3 дня в Орел съездила, к отцу, да, мы там обустройством квартиры занимаемся, не все вещи можно онлайн посмотреть, хочется пощупать, потрогать. Все-таки я этот визуальный кинестет, мне надо видеть. Вот, и на выходе, ну вот, вот эта беготня с утра до вечера, там, конечно, для каких-то возвышенных духовных состояний времени остается, когда уже ночью лежишь, да, и шевелиться не можешь. Там как-то не до сознания, не до зрения. Я прям порадовалась, что это всего 3 дня такого ныряния, да, физические дела, а у кого-то, может быть, вся жизнь такая. Ну, по крайней мере, вы теперь будете понимать, да, куда сдвигаться, что делать, куда смотреть и для чего вот этот процесс. Поэтому чем больше сопротивляетесь, чем больше там препонов для себя находите, чем больше откладываете, тем мощнее может ощущаться прессинг. Точно так же, как вот перед днем равноденствия, равноденствие. Не просто 2 равных дня. Я даже вот в телеграм-канале повесила из лаборатории Цесиса, да, утащила картинку, каким образом там крутится по земле. Ну, там реально пополам все разделено. Потрясающий вид, как это все разворачивается. Соответственно, там, где было недоработано, полезли во все щели теневые аспекты. Ну, нету равновесия. А в сферах жизни в разных тоже это могло проявиться, да, трудоголиком, о том, что нужно больше отдыхать, или наоборот, лентяем. Хотя скорее тут не лентяйничание, да, а неорганизованность, что нужно больше порядка организации. Ну вот сейчас ключики раздали всем. Вопрос, обратили ли вы на них внимание? Поэтому я хочу напомнить, да, то, о чем мы с вами говорили в 3 марта на групповой медитации. Там было 3 вопроса, да. Вот этот сдвиг с вопроса «кто я?», ну то есть с поиска себя, своей задачи, своей миссии, на якорить, проживать, демонстрировать. Что я хочу или пришел сюда заикарить, что я готов проживать или выбираю проживать, и что я готова и хочу демонстрировать вот этому коллективу общего целого. Якорить, проживать, демонстрировать. Ну, как вы понимаете, без понимания себя, вот без этого первого этапа глубокого погружения, когда ты находишь ответы на все вопросы, связанные с тобой, ну, это сложно сюда сдвинуться. И таким образом мы с вами выходим в тему, вот то, что сейчас делает первая волна, да, мне прям понравилась фраза, я ее подчеркнула. Архитекторы будущего человечества. Это же группа так называется, архитектор новой земли. Что я хочу сархитектировать? Понимая, да, что сейчас происходит в мире, четко ощущая свою зону ответственности, не пытаясь залезть в то, что не про тебя,
и так далее. И вот тут вот вырезается глобальность такая. Я прям порадовалась, что 3 дня я была вообще выключена. У меня просто ни времени не было, ни сил о чем-то другом думать, когда весь день на ногах, потом просто падаешь, лишь бы полежать часок. Как будто бы реально что-то перезагрузилось. Поэтому напомню, день весеннего равноденствия — это у нас, опять же, в связке с ретроградным Меркурием, выходом из червоточины, связанной с коридором затмений. Это точка глобального ресета. Помните, раньше в компьютерах была кнопка, когда он подзавис, ни хрена не откликается, да, там была такая кнопка, нажимаешь на нее, и у тебя что-то там перезапускалось. На выходе вот сегодня такой у нас с вами день. Поэтому не удивляйтесь, что потянет на что-то необычное. Ну, про идеи щелкающие, не знаю, нужно ли озвучивать, это начало. Плюс у нас тут огненная лошадь на подходе. Прям конь педальный, огненная лошадь. Она все собиралась силами для того, чтобы вот начиная, да, с этого окна, а на самом деле к широченной двери, от равноденствия дальше, вот эта энергия, соответственно, вот структурировали пространство, да, это не просто пришла мужская энергия, здесь эти стены лишние, здесь нужно перегородку поставить, простроили вот эту вот архитектуру, следуя директивам божественного плана. Да, то есть это не сам придумал, я такой крутой, все знаю за вас, а следуя директивам божественного плана, я тут вот нарисовал планчик. Здесь у нас стеночка, здесь у нас выход в подвал, здесь у нас выход на крышу. Вот он, каркас созданный, он же защищающий, он же стабилизирующий, потому что позволяет держать форму. А потом мы сверху туда запускаем ту самую женскую творящую энергию, потому что только женщина, в смысле женская энергия, да, божественная женская энергия, она имеет творящий принцип, и начинается вот это вот с выходом на то, что я хочу воплотить в этой реальности. Вот такая вот завязка. Поэтому сегодня колоссальный день. Обратите внимание, какая сейчас тишина. Не в плане того, что нигде ничего не стучит, не звучит, а как будто бы вот до этого как-то мощненько, бодренько шло, да, вот это называю фаза, да, когерентность наступила, синхронизация произошла, это коллективное поле тех, кто присутствует в эфире и выражает намерение потом в записи участвовать, оно выстроилось, и вот такое внутреннее ощущение замедления, умиротворения, тишины. Все, что нужно было выдать, выдали. Поэтому немножко почитаю, переключусь. Какой синхрон в коридор затмения, трансформация на трансформация. Вчера приболела, решила перезагрузиться. Ну, вот тут вопрос, да, что первично курица или яйцо. Мы считываем эти энергии, проживаем это. Либо мы это проживаем, а потом их тут озвучивают. Тут споры давние. Вот и я ушла на 4 дня глубокого погружения в себя, выход из соцсетей, было здорово, какая-то картинка сложилась. Ну, кстати, вот предположение, да, у многих вот работает исключительно этот белый список, поскольку из ВКонтакте многие давно ушли на выходе. В соцсети естественным образом все поотваливались, кто на мобильных телефонах живет. Тоже такое, да, точка ресета какого-то, пересмотреть, Мы тут пытались канал в Максе оформить, а потом меня вот пока я была у отца догнала. Нафига нам канал еще один создавать, все это заново все делать, если у нас есть вот все это сообщество ВКонтакте, которое активно процветает, доступно в России в любом случае и так далее. Плюс всякие разные вещи, нафига мы чисто доступны только в России, да, продолжаем постить ссылки на YouTube, которые не работают, без всяких разных спецсредств и так далее. То есть, ну вот тоже здесь реструктуризация, да, что отмерло, откидываем, на место этого приходит что-то новое, но для этого нужно просто допустить, вот знаете, как я говорю, свежим взглядом, да, с чистого листа на что-то посмотреть. Это самое сложное. Слишком много у нас уже там внутри картографировано, все нанесено, по полочкам разложено, структурировано, тра-ля-ля. Мозг ленивый, он не любит напрягаться, извилины не любят работать и так далее. Особенно для тех, кто постоянно сидит у нас в сериалах. Да, у нас сегодня, видите, Маня, звезда, она в последнее время часто приходит на эфиры. У меня даже на записи курса появляется. Тоже поверну, покажу, как она тут у нас пришла. Вот скажи вот так вот. Я вам напоминаю, что мы девочки. У нас главное – это кайф, балдеж от жизни. Вот
прям добавит она своих этих энергий. Так, сейчас свою шпаргалку посмотрю. Значит, про эгоическое высвобождается рассказала, что это ведет к большой реструктуризации. Вот. И хочется пару слов буквально про искусственность. Я все прям пытаюсь выйти в эфир, а то этого не, быть, а не казаться, быть, значит, ничего не делать и так далее. Но я думаю, мы с вами туда еще зайдем не раз. У нас сейчас тут мастер-класс мы запишем на следующей неделе, мощный такой. Кстати, кто это, техники трансформации светом, соответственно, кто устал от личных проработок, это одна часть, кого мы позовем, потому что дает способы там и для исцеления, и для очищения, еще чего-то, когда ты работаешь не через себя, да, а с привлечением заемных сил под названием вознесенные владыки, мастера, ангелы, архангелы и так далее, то есть небесная помощь. И второй момент для тех, кто уже с личной трансформацией закончил, соответственно, нужно поддержать себя вот в процессе соединения со своими высшими аспектами и так далее, тоже будет полезно, потому что, расширяет, да, и уровень своей согласованности, соединенности и так далее. Ну что такое прям вот прям, скажи, и никого нет, чтоб забрали, ладно. Так вот, туда еще будем заходить, но просто раз я записала, думаю, надо озвучить. Вот это вот желание, в смысле, вот эта миссия, у нас как было? То есть есть разные стадии вот этого служения под названием служение. Да? Служение – это на самом деле, то, что в классическом метафизическом понимании, что такое служение, это же как-то вешал отрывок из Алисы Бейли. Это когда ты являешься выражением, то есть вот олицетворением своей души, она не может не служить. Но для этого нужно с ней соединиться, с этой душой. А у нас как происходит? Травмированный человек, у которого в жизни ничего не получилось, по всем направлениям, дефолт, фиаско, неудача и так далее, да, начинает пытаться компенсировать это через безумную помощь другим людям, и на выходе занимается спасательством, забивая на себя. Но это компенсация, да, это вот эта непроработанная личность. Это вообще никак не связано с темой служения, хотя человек может быть потрясающим волонтером, может вообще ни дня дома не быть, все для других, но это разные этажи, о чем мы сейчас с вами говорим. Да? Потому что в данном случае это компенсация своей нецелостности, неполноты, а служение – это когда ты настолько мощный контакт со своей душой, что не можешь не заниматься этим. Почему? Ты востребовал так называемые дары своей души. Я вот в мастер-классе, кстати, шикарную метафору приводила по поводу того, что когда душа, да, огромное существо света, собирается воплотиться в 3D, то есть в ограниченных параметрах, вот такое вот, а надо залезть в маленькое тельце. Ты проводишь инвентаризацию и разбираешь, какие свои способности, возможности ты берешь с собой, какие не берешь. Поскольку ты идешь в 3D, естественно, ты выбираешь что? Спальный мешок, палатку, спички или зажигалку для того, чтобы разжечь огонь. То есть то, что пригодится тебе при выживании. А вот это все красивое, все свои творящие функции чаще всего ты оставляешь там. Но они тебе не пригодятся в 3D. Толку, да, если ты в джунглях, что у тебя с собой, не знаю, там какая-нибудь красивая картиночка. Обезьяне ты будешь показывать? Или что ты с ней будешь делать? А вот нож мачете пригодился бы. Вот это называется, да, дары души. То есть это то, что является частью твоей души, но при воплощении в плотную материю ты с собой не взял. Там метафора была в разы больше, сокращаю вам, чтобы вот времени слишком много не занимать. И у тебя появляется вот это желание делиться этими дарами с другими людьми. Оно изнутри идет. В чистоте выравнивания с целым. Потому что ты видишь не причинить добро, не счастливить кого-то, а ты не можешь этим не делиться. Вот она фаза 1 и фаза 2. Здесь я спасаю, здесь я пытаюсь компенсировать собственную неполноценность, или я считаю, что я крутая, знаю, как лучше будет для других и всем все диктую. Да? Фаза 1. Возвращаемся к теме личной проработки и эго. А тут тебя настолько распирает, ты настолько вот счастлив этим всем, и это вообще разные понятийные аппараты. Я когда говорю, я когда что-нибудь придумаю, мне вообще не важно, какая будет реакция. Мне важно, что я это воплотила. То есть я это придумала,
нашла способ, как это реализовать, и вот он трекер, вот он тренажер, вот он новый курс, и меня прет именно от того, что вот оно то, что было вот тут вот такое духовно, идейно, концептуальное, оно обретает свою форму. Круть. Колоссальное чувство удовлетворения. Есть ли там результаты людей? Нету. Есть ли там количество людей? Нету. Есть ли там учет? Сколько денег это? Нету. Ты прокайфовал на этапе вот этого создания, и когда оно родилось, да, народилось, ты просто в диком восторге. Сравните с тем, как у нас на фазе 1. Мне важно, чтобы оценили, мне важно, чтобы похвалили. Измеряется это все деньгами, признанием, еще чем-то, успешный успех и так далее. Вот, они не... Это разные парадигмы, разговаривать с людьми, которые вот на разных этапах, да, практически бесполезно. Там точек сопересечения нету. И очень сложно донести. Почему это так у тебя, а почему у них по-другому? И ответ дорастешь, поймешь, не всегда срабатывает, оказалось, не все дорастают. Слушайте, я вам сегодня столько тем, столько вот этих кодов и ключей понакидала. Меня просто проперло, я вот говорю, прочитала. Что там этот бесплатный фрагмент, который... Вот она одна страничка и 3 предложения на другой. И вот это все я вам сейчас рассказывала. Это потому что здесь вот было подчеркнуто что-то, да, и Алена проглючила. Вот оно так срабатывает. А я за это и люблю таких людей или какие-то тексты, какие-то книги, там, где ты прочитала, у тебя под это дело начинает выстраиваться. Почему? Потому что фокус задан. Ты на это обратил внимание. А пока ты занимался там своими делами какими-то, ты на это внимание просто-напросто не обращал. Шикарное время. Я прям кайфую 26-го года, несмотря на то, что он прям не сказать, что он легкий по энергиям, да, и по внутренним этим ощущениям каким-то. Все равно вот это давление, прессинг ощущается, плюс нам тут государство подкидывает поводы для напряжения и так далее. Но при всем при этом это просто чистый кайф. Когда ты чувствуешь, да, вот с чего мы начинаем, и тут даже не прогнозируя, не пытаясь придумать, а оно вот, ощущается, что вот и будущее-то за этим стоит, и дальнейшие шаги, они совсем другие. В общем, давайте праздновать. Праздновать, праздновать, праздновать и праздновать. Так, возвращаюсь почитать. Столько щелчков. Спасибо. Маня в ударе. Маня, да. Классная, хоть и трешовая перезагрузка была. Вчера после головокружения, прессования. Вот я вчера писала, да, удивительно, я так давно не чувствовала вот этого именно ощущения, что тебя сносит головокружение. Обычно бывает незаземленность, а тут вот как будто бы тебя ведет. Это, конечно, удивительно. Так, серьги жемчугом. Не знаю, о каких серьгах жемчугом говорите, у меня таких нету. Осознаю, о чем вы про архитектуру, и за это благодарность бесконечная. Вот я прям удивляюсь, у меня прям слово архитектура, я раньше не понимала. Для меня архитектура – это было выстраивание здания. Сейчас вот архитектура неких процессов, архитектура еще чего-то, слово прямо закрепилось. Так, на что я хотела? Там где-то было про мать отца и тра-ля-ля. Сейчас я найду. Самое главное, да, вот этот Лорен уже 3-й месяц подряд, критическая масса набрана. Критическая масса набрана. Соответственно, с этого момента начинаются очень большие подвижки. Вот это вот сейчас прям даже зачитаю. Перевод у нас другой выложен, там нормальный. Тут на ходу у меня просто на английском языке. Соответственно, принимают на себя, одевают мантию, вступая в самоуправление. Это основа лидерства новой земли. То есть я управляю собой. Это, говорю, вот эти вначале внешние завязки все оторвали, насколько можно, и продолжаем отрывать, пока вот целиком полностью на себя опираться не начнем. Это имеет значение, потому что самоуправление – это архитектурное состояние, которое позволяет внешнему миру реорганизовываться в сонастройке с источником, с когерентностью, с поддерживаемыми структурами Вселенной, разрешая воспроизводство согласно резонансу.
крутейшая фраза. Я вот ее сегодня заново прям прочитала. Здесь каждое слово распаковывается, распаковывается. Смотрите, позволяет внешнему миру реорганизоваться. Но ведь это же желание большинства. Мы там шлепаем. Я никогда не шлепала, конечно, но знаю, что многие из вас это делают. А у меня кошелек был. У меня до сих пор, кстати, красный кошелек. Но у меня когда-то там лежала такая китайская фиговина для того, чтобы деньги привлекать. Это вот из сознания бедности, да, всякие разные инструментарии. Кто-то карты желаний, да, дневники желаний, вот это вот все. В таком без понимания того, как оно работает, и хорошо, что хотя бы это есть. Да, вот оно с этого все начинается. Но смысл какой? Хочется, чтобы вот во внешний мир откликался. А задача оказывается простая. Выйти с фазы 1, перейти к фазе 2, и тогда тебе это доступно. Почему? Потому что ты очистился настолько, что для тебя начинает действовать и настоящий закон притяжения, и самое главное, все это опирается на резонанс. То есть срабатывает закон резонанса. Ты внутри настолько чисто, ясно, прозрачно звучишь, что оно тут же, вот, я говорю, реально становится пластичной. А поскольку у тебя не остается эголичностных мотивов, да, все это происходит согласно божественному плану, частью которого ты являешься, и руками, реализующими этот божественный план, ты становишься, на выходе внешне начинает откликаться на внутреннее. Поэтому, говорю, для меня вот главное сознание этого года было, что нужно оставаться в стабильном, нейтральном состоянии 24/7. И это главная задача. Чтобы вот этот резонанс, он продолжал разворачиваться. Таким образом, ты становишься архитектором новой Земли. То, что резонирует внутри тебя, оно начинает выстраиваться вокруг тебя во внешнем мире. Это колоссальная планка, охренительно высокая. Но сюда нужно идти. Если ты хочешь что-то увидеть за пределами той хрени, которая происходит, уже, знаете, не сказать, что только у нас везде. Уже, по-моему, в этом году точно ни у кого сомнений осталось, что мир сошел с ума. Правильно? Единственная альтернатива – стать архитектором новой Земли. Все, вариантов нет. Не знаю, зачем нам сейчас нужна будет практика еще. Я вас уже перезагрузила, переключила, закодировала и все остальное. Так, я помню, я искала фразу про мужчину, женщину. Вот. Это как раз из раздела про идентичность. Это для второй волны, для второй фазы. Они в данный момент сонастраиваются как с женским восприимчивым потоком, материнским, да, доступным в монадическом поле, и в то же время получают мужские директивные трансмиссии в скобочках отца. Ну, потому что женская часть, да, восприимчивая, а мужская часть – это вот более четко структурированная, направляющая, которую несет первая волна. Это значение, различие имеет большое значение, потому что до этого монадические частоты отца не были доступны для трансляции. Ну, то есть вот этот в 2024 году, то, что мы вот этот рубеж миновали, перешли на фазу, соответственно, для тех, кто соединился со своей монадой по более простому своим божественным «я», вот оттуда, да, идет трансляция энергии, самое главное указание, да, вот этой структуры, контейнеров, да, ну, то есть того, что вот создает эту структуру архитектуры Божественного Отца. Вот она оттуда идет. И таким образом вот директивная архитектура, опять же, все подчеркнула, прям записала, теперь доступна для второй волны. Она была недоступна для первой, потому что мы ее сами выстраивали. Теперь это есть. И на выходе, да, сильно отличается. Почему? Потому что требуется и женское мастерство, и мужское, так, я это слово уже переводила, удержание, которого раньше не были доступны. Так, но это не та фраза про мужское, женское. Вот. Они отмечают момент, когда дух, принцип отца,
структура, принцип матери, и я сонастраиваться в осознанном согласии, активируя и стабилизируя союз монады сверхдуши души, либо божественного я, высшего я и души в форме, вот она фраза, дух, структура и, ну, в смысле не вот это я маленькая, да, я с большой буквы, вот это самость, который входит в сознательное согласие. И вот это вот цель сегодняшней праздничной медитации на весеннее равноденствие. Дух, структура и наше «я» с большой буквы. Для меня это вот это «я», большое наше «я», да, там, где не я маленькая тварь дрожащая, проявляющая себя по максимуму, доступному мне в данный момент. Сонастраиваться в осознанном согласии, активируя стабилизированный союз. И это означает инициации мастерского уровня, которые рекалибруют нашу идентичность, то есть тем, кем мы себя считаем, то, какими мы себя представляем и так далее, и реорганизовывая жизнь вокруг вот этого шаблона космического Христа. Но еще раз, рекалибрация идентичности, реорганизация жизни, а для этого нужно было вот поймать это понимание, чего я вообще хочу, куда я иду, чего я делаю, чего я хочу получить и так далее. Поэтому все вот оно один в один связано. Вот опять же, вот одно предложение, которое станет сегодня темой нашей с вами медитации. Поэтому занимайте, пожалуйста, пока удобное положение. Опять же, внутри себя спросите, хотите ли вы участвовать в такой медитации. Она обычно мощная, но еще раз, она подразумевает рекалибровку своей идентичности. Если у вас сложное, фальшивое представление о себе, если вы себя считаете крутышкой, да, на самом деле этим не являетесь, если у вас там заниженная самооценка, вы оцениваете себя до сих пор по внешним параметрам, кто что сказал, кто чего где выразил и так далее, и на выходе, да, могут быть серьезные такие сдвижки, ну, по крайней мере, заставят увидеть то, чего вы не видите, да, и признать свои собственные заблуждения и иллюзии. Плюс реорганизация жизни, когда в жизни начинает все перестраиваться, как вы взаимодействуете с людьми, как вы там не просто общаетесь, а выстраиваете свой распорядок дня и так далее. Ну, то есть все равно нас заставят. Я говорю, я всегда за добровольную трансформацию, согласие, а не когда тебя ставят в позу зю, и других вариантов уже нету. Потому что слишком долго сопротивлялся, слишком долго не хотел. Но в целом, поскольку у нас медитативная практика, вы можете подумать, хотите вы этого или нет, готовы ли к этому или нет. Хотя эго-личность всегда говорит нет. А там внутри что-то тебя орет, давай, давай, еще, хочу, быстрее. Сделайте медленный глубокий вдох. А мы с вами через треугольник пойдем, через пирамиду. Пирамида, да, олицетворение 3D, 4 грани, но в основании треугольник большой, обширный. Сделайте несколько медленных, глубоких вдохов-выдохов. Напомню, мы на такие трансляции не встаем в круг света, работаем индивидуально, но при этом все равно поле у нас с вами сформировалось. Минут 15 назад про это я сказала. То есть пространство выстроилось. Опять же, кто выстраивает пространство? Божественный, принцип Божественного Отца. А потом мы туда наполняем. Вот сейчас мы с вами будем наполнять. Несколько медленных, глубоких вдохов-выдохов, и неважно, что я вам тут сегодня понаговорила, переключаемся из ума внутрь своего тела, потому что только через контакт с своим телом можно соединиться со своей душой. Без тела, да, с умом контакт с душой не выстроить. Можно быть сверхумным, а при этом контакта с душой может не быть. Потому что для этого нужно включенное сердце и тело. И сейчас сделайте прям несколько осознанных глубоких вдохов-выдохов через
свое духовное сердце, вот именно с внутри ясно выраженным намерением и пониманием, что я соединяюсь со своей душой, со своей сверхдушой и выстраиваю контакт со своим монадическим «я». Она же душа, высшее «я», божественное «я». Вот прям изнутри себя. И у кого есть чувствительность, обычно в этот момент чувствуешь расширение, наполнение, потому что фактически мы приглашаем, да, эти свои высшие аспекты, которые вполне возможно находятся где-то еще за пределами вас, соединиться и разместиться внутри. Но у нас есть такой курс даже уже записанный, да, в том году. Это разговор с душой. Там, где мы 3 недели работаем над этими выстраиванием этого контакта и соединения. И сейчас представьте вот огромный треугольник, такое основание. Это может быть вот дорожка каменная, выложенная где-то. Ну, вот как бывают спирали, круги, какие-то фигуры выкладывают. И здесь вот конкретно треугольник с 3 углами, 3 стороны. Сейчас где-то может быть мощеная дорожка, тропинка где-то. Неважно где, главное, что вы понимаете и видите вот эту картинку сверху. Это огромный треугольник. А может быть и вообще не огромный, а вы его весь видите. И вот вы стоите или подходите, встаете вот к ближайшему углу под названием «Я», моя самость. Я есть тот, кто я есть. Вот такое я. Я, которое прошло вместе с вами длинный путь, путь трансформаций, как личностных, так и духовных. Вначале пробуждения, расширения сознания, когда я искал доказательства, что я не схожу с ума, что, оказывается, это все есть. Вот длинный путь исцеления себя, вера, наконец-то, в себя. Когда ты искал и находил ответы на вопросы: кто я, зачем я, чего хочу, потихонечку переключался извне внутрь, учась опираться на себя, на то, что ты чувствуешь, то, что ты хочешь, то, что ты считаешь важным, то, что является твоей ценностью, а не чьей-то другой. Раз за разом сбрасывая балласт своих эгоических хотелок, желаний, потребности доказать свою правоту, настоять на своем, выделиться, выпендриться, или крайняя противоположность, все наоборот, да, спрятаться, чтобы никто не видел, не слышал. Полярный мир, он такой, матрица так и проявляется. Там, где мы судили о себе, о своих удачах или неудачах, об успехах, поражениях, а не по тем изменениям, которые происходили внутри. Усмиряя желание эго, познавая свои личностные характеристики, признавая как сильные, так и слабые стороны, и на выходе вот возвращаясь к тому «я есть», за которым многоточие и все эти прилагательные описания не имеют значения. Я есть.
И этого достаточно. Все остальное вторично, описательно и не имеет никакого значения. Я есть. И это огромный путь. И этот путь невозможно пройти, не соединяясь, не взывая к собственному духу, к принципу Отца, Божественного Папочки, как я часто говорю, который находится в вершине, на второй вершине треугольника. Божественный Отец. Да? Дух. А в третьем углу пирамиды или треугольника находится структура. Божественная Мать. И вот мы имеем «Я есть», Дух как руководящий принцип, не который заставляет и диктует, вынуждая, принуждая, а настолько все структурно, ясно и понятно, что четко знаешь, что надо просто взять и сделать. И структура, да, материя, вещество, которое наполняет или реализует идею, рождая ее в материальном физическом мире. И сейчас мы позволяем всем трем граням этого треугольника войти в резонанс, в согласие. Самое главное – прочувствовать его изнутри. Я есть не может быть без духа. И повлиять на то, что происходит вокруг и в твоей собственной жизни без структуры матери, отца невозможно. Все это действует рука об руку, наполняя, направляя, мотивируя, двигая. Сделайте медленный глубокий вдох, прям втягивая в себя вот эту ясность и кристаллическую структуру. И на выдохе прям в каждую клеточку своего «я есть». Кто оказался в центре треугольника, замечательно. Давайте все туда встанем. Каждый в центре своего. Я в одной вершине, дух в другой вершине, структура в третьей. И мы объединяем, да? Соединяем, синхронизируем, согласовываем работу взаимодействия этих трех частей себя. Сейчас давайте сделаем глубокий вдох, прям втягивая, да, из трех разных углов, соединяя все это в центре, внутри своего физического тела, прям вдох и выдохнули в каждую клеточку, заземляя и коря это внутри себя, пропуская через себя, через ступни вниз в землю. Медленный глубокий вдох, выдыхаем через ступни в землю. Да, заодно направляем в решетку земли полученный опыт, полученные ощущения.
якорим там. Ну, два важных элемента: заземление и якорение внутри себя, в земле. Ну и просто медленный глубокий вдох, возвращаемся обратно. Да, ты молодец. Прям молодец. Мы поняли, что ты с нами медитировала. Как ощущения? И тут Маня звезда, она реально медитирует. Она петь любит, когда мы поем на курсах. И вот когда духовная именно медитация, тут высоко поднимаешься, она прям очень любит это. Да. Ты у нас сегодня прям второй соведущий. Показываешь, как правильно, кайфово можно медитировать. Ровно когда встала, так, принимаю, дарю, приумножаю. У меня было головокружение, не хотелось выходить. А можно не выходить, можно заикрить, не выходя. Тут вопрос своих собственных настроек. Возвращаемся обратно не означает, что нужно выйти. Почему? Резонанс-то сохраняется. Но тут много чего зависит от вас. Как у вас там внутри все это простроено. Уже перекодировали. Я не сильна в настройках на тонкие вибрации, но даже я ощутила мощь и перестала суетиться внутри, прям замерла в хорошем смысле. Ну, как-то вы себя прям так. Вот это, кстати, признание, да, своих сильных, не сильных сторон. Ну, слезы радости, единения, легкость, расширение. Так. Благодарю, плакала на словах. Я есть. Но это же мощнейшая фраза. Ну вот, я есть свет, я есть любовь, я есть божественный дизайн. Я есть душа, там начинается, да, это вот монадическая мантра Алисы Бейли. Она работает потрясающе. Как раз-таки вначале соединяемся с душой, потом идем выше. Итого, давайте немножко просуммируем. У нас сегодня праздник. Почему? Потому что для тех, кто из второй волны и прошел, да, перешел на вторую фазу, мощно начинается этап воплощения, но для этого нужно переключиться. Вот с этого «я», да, на мы, когда я начинаю видеть кого-то за пределами себя, причем не из спасательства или каких-то других мотивов. Это важный момент. Далее. Я сегодня упоминала, значит, бесплатный мастер-класс «Божественная архитектура», который про эти волны, да, на самом деле про фазы духовного развития рассказывать более подробно. Если кто-то упустил, не проходил, приходите. У кого требуется выстроить, кому, вернее, да, контакт со своей душой, со своим высшим я, своим божественным я. В нашей сегодняшней терминологии душа, сверхдуша, монада. Это вот разговор с душой, опять же, бесплатный. Вводный курс был в прошлом году записан. Ну и на следующей неделе, 24-26 марта, мы записываем большой мастер-класс, напичканный огромным количеством техник. Их будет больше 20 техники трансформации света. Задача вначале будет это очищение, исцеление, восстановление. Второе, двигаемся дальше, да, наполнение, расширение. Вот 2 части будет, но там прям много будет, часа по 3. Единственное, только мы вначале все это записываем, потом спустя 2-3 недели выложим уже с маленькими порезанными видео, с описанием всех практик и так далее, потому что задача будет по максимуму выгрузить, но еще раз, это минимум 3 часа в один день, 3 часа в другой день. И потом недели 2-3 на обработку. Соответственно, кто любит в прямых эфирах, мы всегда вас благодарим за то, что я не умею сама записывать, не люблю, точнее, умею, но не люблю. У меня энергия не та ощущается, когда вот группа работает. Ну и коллективное сотворение там происходит. А потом на выходе можно будет присоединиться уже и в записи, потому что уже такие вопросы в поддержку были. Соответственно, вот сейчас везде анонсируем и приглашаем вас. Во время проработки «Я есть отец» и «Я есть мать» пошла чувствительность в позвоночнике, в позвоночный мозг. Я впервые села в медитацию в позе треугольника, и бац, вся медитация выстроилась в треугольник. Ну, еще раз, что первично, курица или яйцо. Так, просто праздник какой-то. С праздником всем вас. Нет, на самом деле праздник колоссальный. Я надеюсь, оно дальше начнет распаковываться. Но, опять же, я прочитала только перед эфиром 2 странички. На выходе сейчас еще хочу почитать, потому что сегодня мощнейший день. Если у кого-то что-то было такое в загашнике лежало, да, какой-то материал, который вызывает резонанс,
соответственно, включает коды, то вот рекомендую почитать. Хотя на самом деле тут протранслировал вам огромное число всего, но, может быть, кому-то еще хочется добавить, потому что сейчас распаковывается, расщелкивается на раз, два, три. И не удивляйтесь, что если вдруг какие-то, не знаю, там пошли гулять, пообщались с кем-то, они задают тему, а у вас в ответ начинает вот распаковываться, потому что, ну, именно так и работает, да. Тут вопрос скорее в том, куда вы направляете свое внимание, потому что его уже можно направить туда, куда, в принципе, вам-то особо и неинтересно, не нужно, на волне вот этих коллективных всяких разных процессов, запрет, ограничения, там еще что-то такое. А наша задача равноденствие удержать в равновесии вот в ближайшее время. Ну, тут буквально еще несколько дней. Но, с другой стороны, нас поздравляю, потому что у нас начинается, наконец-то, весна. Уже не просто чисто календарная, настоящая. Начиная с завтрашнего дня у нас деньков, минуточек в световом дне будет прибавляться все больше, больше и больше. Меня обычно это от этого распирает. С каждым разом можно уезжать в поездку подальше, возвращаться при свете дня подольше и так далее. Ну и начинается время закатов, у кого-то потрясающих восходов и так далее. Ну, в общем, дальше начнется цветение, у кого оно еще не началось, а оно практически еще не началось, а зеленые листочки и так далее. Ну, в общем, время распускания и расцветения стартует с сегодняшнего дня. Всем еще раз большое спасибо. Рада была с вами увидеться. Не знаю, как у нас тут получится. На следующей неделе точно вся неделя занята, да, мастер-классом. Ну, посмотрим. Есть еще темы для обсуждения, как это все развернется. Ну и немножко хочется вот покайфовать в этом состоянии, потому что мне тут тоже, не знаю, на апрель записываю, что там дальше всякие штуки, еще как-то. И вот тоже тут свои какие-то процессы, не внутренние, да, а вот это реструктуризирую. Как это? Как высвободить время, чтобы позаниматься не тем, что только считаешь надо, а тем, что тебе интересно. Вот это вот главная такая тема, она продолжает разворачиваться в 26-м году. Все, всем большое спасибо. Как-то у нас сердечко делается вот так вот. И до встречи уже, получается, в новом с вами цикле 26-го, на самом деле больше года. Про душу материал у нас один сайт, ключи мастерства, все выложено там, ссылочки везде есть.